Уважаемые коллеги, мы начинаем круглый стол. Россия на пороге ВТО в ожидании эффектов и рисков. Так называется наш круглый стол. Я так понимаю, что исследования Высшей школы экономики были представлены для понимания и принятия решений по вступлению в ВТО. И там наверняка были учтены макроэкономические показания, в том числе показатели, и в том числе такой важный показатель, как рост ВВП. Скажите, пожалуйста, вот об этом. Какие расчеты? Ведь, я так понимаю, плюсы и минусы не поддаются простым арифметическим расчетам. Было бы неправильно так утрировать эту тему, да? И все-таки какие расчеты были представлены для понимания всех плюсов и минусов вступления России в ВТО? Совершенно нельзя просто механически брать и оценивать там какие-то суммы, значит, то ли таможенных пошлин, то ли объемов импорта и так далее. Поскольку, конечно, экономические эффекты, они здесь будут гораздо более сложные и многообразные. И причем они будут, собственно, вся система, она построена, будет функционировать таким образом, что, как правило, потери в одном месте, они будут оборачиваться, в том числе могут обернуться выигрышем в другом. Например, мы всегда действительно забываем, вот эта мысль уже прозвучала, что, как правило, действительно однобоко, да, со стороны производителя оцениваются какие-то последствия. Но ведь у нас есть и потребители. И вот тот же машиностроительный комплекс, в их, например, комментариях по условиям присоединения очень много элементов, которые говорят о том, что надо еще больше, так сказать, скажем, создать условия для более льготного ввоза, например, там, компонентов и так далее, для того, чтобы развивать свое производство. Но это так называемый принцип классический эффективного тарифа, который здесь работает. Да? Вот. Опять же, у нас есть потребители, просто домашние хозяйства и, так сказать, простые граждане, в конце концов, да, которые могут, как здесь было сказано, пользоваться товарами по более низким ценам. Но что это означает с другой стороны? Это означает, что потребительский потенциал он высвобождается для остальных секторов, да, и, скажем, те ресурсы потребителей, которые высвободились, например, при, скажем, приобретении автомобиля, они могут быть потрачены на товары и услуги, которые произведены внутри страны. Вот. Мы всегда забываем, что все-таки импортный сектор он составляет не подавляющую часть нашей экономики. И вот если мы распространим то распределение расходов, которое существует на эти высвобождающиеся средства, которые будут составлять не 1 миллиард долларов, вот, мы получим как раз выигрыш для российского производства. Это вот как бы одна сторона, да. Значит, что касается макроэкономических параметров, то такой анализ проводился, в общем, неоднократно. Мы проводили анализ и секторальный, в частности, вот на этапе тарифных переговоров по 28 чувствительным, так называемым, секторам выделяли специально сектора, которые наиболее проблемные. Вот, и как раз анализировали распределение выигрышей, потерь производителей и потребителей. Получили результат, о котором я говорил. И, в общем-то, и на уровне макроэкономических показателей проводили анализ. И мы не видим, во-первых, эффект на макроэкономические параметры типа ВВП не такой уж большой. Вот. И если говорить об объемных показателях ВВП, то он, скорее всего, мы будем наблюдать некоторое увеличение ВВП. При этом возможно, что присоединение к ВТО будет определенным фактором, который будет сдерживать и инфляцию тоже. Вот. Это вот о таких общих последствиях. Теперь, опять-таки, еще немножко об обрабатывающей промышленности. Очередной миф о крахе российского машиностроения в связи с присоединением к ВТО, как мне представляется. Потому что, во-первых, мы машиностроение сводим к чему? К автомобилестроению. У нас почему-то при слове машиностроения всегда появляется образ автомобиля там «Лада», да? Вот. Но, естественно, это не так. И вот если внимательно, я не буду вдаваться в цифры сейчас, если мы внимательно посмотрим на
Условия присоединения тарифные, вы это можете сделать, они все доступны и опубликованы. Ну вот можете посмотреть так называемые 84-я, 85-я группы, это, собственно, вот продукция машиностроения, в том числе там тяжелого, да. Вы увидите, что там условия как раз исключительно благоприятные для российских производителей. Вот, они позволяют маневрировать мерами тарифного регулирования и вверх, и вниз, вот, и создавая более благоприятные условия для ввоза, скажем, компонентов и обеспечивая достаточную защиту нашей продукции. Вот, поэтому вот надо здесь, конечно, разбираться конкретно по каждому вопросу. Ну и еще один момент, это то, что, естественно, мы присоединением к ВТО мы совершенствуем нашу договорно-правовую базу участия вообще в международном разделении труда, в международных экономических отношениях. Потому что те механизмы, которые обеспечивают участие России сейчас в международной торговле, они были типичными и характерными для конца 19-го, начала 20 века. И тогда международная торговля была сырьевой. То есть, в принципе, вот та система соглашений, договоров и вообще регулирования торговли, да, на международном правовом уровне, которая существует сейчас в России вот, до присоединения к ВТО, она, в принципе, ну, более адекватна для международной сырьевой торговли. А вот как раз система ВТО, она более многосторонняя, более подходит для развития именно торговли в современных, так сказать, что ли, в современном стиле, именно торговли обработанной продукцией и особенно компонентами обработанной продукции. То есть только в такой многосторонней системе, когда существуют общие правила международной торговли, мы можем соединить воедино наше производство, торговлю, включение в международные цепочки производства сложной обработанной машиностроительной, в том числе продукции, и инвестиции. Вот без этого, конечно, будет это очень трудно. Тем не менее, один из основных аргументов – это то, что наши производители, особенно сельхозпроизводители, и в целом агропромышленный комплекс пострадает от вступления в ВТО, потому что недостаточны меры защиты отечественного производителя, что они лишатся неких там субсидий и так далее. Конкуренция, она будет полезна в агропромышленном комплексе. Ведь задача нас, депутатов Государственной Думы, как я понимаю, при разработки мер по ВТО как раз принять ту нормативную базу, которую сегодня не достает. Это не говорит прежде всего о том, что завтра откроются у нас все границы, насколько мы понимаем, и та или иная продукция будет насыщать наш рынок. Сегодня вот, Комитет по аграрным вопросам 10 законопроектов с января месяца уже подготовил для принятия Государственной Думы. И сегодня рассматривается один из этих законопроектов в первом чтении. Это тот, который дает право сельхозпредприятиям освобождать их от налога на прибыль. Это касается 7033 сельхозпредприятий. В общем объеме эта цифра будет составлять 15 миллиардов. Но эти 15 миллиардов, которые налоги мы освобождаем от налогов, сельхозпроизводители будут вкладывать именно в свои территории, в свои предприятия. Действительно, сегодня в агропромышленном комплексе нужна конкуренция. И мы сегодня видим ряд много хорошо работающих, эффективных предприятий. Конечно, государство все вопросы в агропромышленном комплексе не решит по разным причинам. То есть такого финансирования в государстве недостаточно. Но сегодня мы видим, что на один вложенный рубль государством бизнес вкладывает от 7 до 12 рублей. Государство лишь должно создавать нормальные условия для агропромышленного комплекса и для конкуренции. Сегодня уже аграрии говорят, если можно, пускай нам государство не навязывает то, что не нужно другим отраслям. Потому что сельское хозяйство, оно обеспечивалось по остаточному принципу. Даже та техника, которая поставляла в сельское хозяйство, К-700, да, мы говорим, хороший трактор уже там около 40 лет, но ведь он был разработан для военной промышленности, а не для агропромышленного комплекса. Сегодня в ряде сельхозпредприятий неэффективных надой на литр молока на одну корову фуражную составляет в таком объеме, как у них козы. И сегодня уже у нас есть предприятия,
предприятия по крупнорогатому скоту, по молочной промышленности, дающие хорошие результаты и хорошие, так скажем, показатели. Поэтому для агропромышленного комплекса главную задачу мы видим, чтобы государство, именно правильно вы говорите, обеспечило приоритетные направления на равных. А для этого должна быть оказана и помощь и по государственной программе. Вот Комитет по аграрным вопросам будет выносить на бюджет 243 миллиарда рублей для сельского хозяйства. Это фактически укладывается в ту разрешенную норму 9 миллиардов долларов, которые разрешены при вступлении в ВТО. Поэтому сегодня уже другого направления агропромышленный комплекс, совершенно другие технологии, другие семена, другое племптицехозяйство. И сегодня есть что сказать по сельскому хозяйству. Мы сегодня впервые, может быть, за историю всей нашей страны, 2,5 миллиона тонн сахара-сырца вывезли за границу. Впервые при новых технологиях. Мы сегодня вывезли за границу 22 миллиона тонн зерна. Сегодня в агропромышленном комплексе стоит другая задача. Это в подготовке кадров. И здесь я бы хотел в этом сообществе, чтобы была услышана и следующая мысль, что сегодня нужно в любом случае государству создавать агентство по продвижению и продаже наших продуктов. Нам есть чем торговать, тем более в агропромышленном комплексе.